А это здание парламента штата Виктория. Красивое здание, роскошное, с этими колоннами. Очень интересно выглядит. Вон там впереди, видите, с флагами стоят. Это мирная демонстрация. Сейчас время обед, я думаю, поэтому автозаков не видно. Если бы это был вечер или час пик, уже бы демонстрацию, скорее всего, всю разогнали. Хотя, кто его знает. Немножко перешел дорогу, немножко поближе покажу. Да. Понятно, сюда не зайти, скорее всего. Вход по пропускам, как везде. Но вот такое здание. На дворец похоже. Пройдемся немножко. Сейчас есть пару мест, куда я хотел бы зайти. Посмотреть вот. Пройдемся мимо скверика с вами. О, пальмы. Ну что вы. Пальмы. Еще и тюльпанов насадили. Ёп. Тюльпаны, да, тюльпаны мы любим. Красота, блядь. Вы знаете, меня до сих пор не перестает удивлять отношение местного менталитета австралийского к общественным местам, к клумбам, к площадкам, к газонам. Люди, в принципе, они не склонны к тому, чтобы страдать вандализмом вообще. Во-первых, здесь много где камеры установлены практически на каждом шагу. Поймают, влепят большой штраф, а во-вторых, люди просто этого не делают. Есть, конечно, исключения, когда там нарисуют какой-нибудь граффити, испортит что-то, но это бывает очень-очень-очень редко. Вспомните, сколько у нас было в Южно-Сахалинске случаев, когда высаживали цветы, ночью люди приходили и просто выкапывали все, что люди за день старались, пытались как-то облагородить территорию. Нет. Есть такие сердобольные, считают то, что если это растет где-то на чужом огороде, на чужой территории, значит это ничего, значит это надо выкопать и себе переместить. Так неправильно, нужно менять свой майндсет. Вот еще одно здание, постройка 1886 года. Здесь табличка есть рядом сбоку. Это получается пристройка к церкви, которая была построена в 18 веке. А вот и сама церковь. Здесь рабочие что-то сидят, обсуждают с ноутбуком, не знаю. Сейчас пройдусь, посмотрю вокруг, по периметру. Вот такая церквушка старой постройки выглядит. Вовнутрь уже не буду заходить. Как-то нет, не особо хочется. А вот мы сейчас с вами вон туда пройдемся, вон туда. Там кафедральный вот этот собор, высокие башни. Сейчас мы туда пойдем. Так, заходим на территорию. Это кафедральный собор местный. Видите, выглядит как замок. Кто в Европе был, вы можете вспомнить, практически в каждом городе есть подобные соборы, церкви небольшие. Очень интересно они выглядят. Короче, не я тут один хожу, снимаю селфи-палкой. Сейчас там чуваки, не знаю откуда, правда, тоже ходят, снимают селфи-палкой. Но ничего, мы не одни. Давайте я сейчас по периметру пройдусь, покажу вам здесь, как оно выглядит. Классный у них здесь сад. Вот эти деревья растут, кустики, цветочки. Так, за мной какой-то преследует пенсионер, я его чуть немножко опасаюсь. Как бы он меня не поймал. Здоровенный собор, очень большой. Внутри красиво. Да, ну вот сейчас заходил, служба не идет, но тем не менее стоит оповещение, у предупреждения знак о том, что разговаривать нельзя, даже шепотом выключить все телефоны, не снимать, не фотографировать. Вот. Но опять же написано, во время службы нет, я зашел, поснимал немножко, я был не один. За это можете не переживать, там было достаточно туристов, которые то же самое делали, как и я. Вход, конечно же, бесплатный, это очень радует, потому что, мне кажется, в некоторых странах особо предприимчивые граждане, потому что я знаю, в некоторых странах люди за общественные места будут пытаться продать деньги за воздух. С этим мы уже сталкивались неоднократно, спасибо, научены. Прикольно то, что вот здесь гуляешь по городу, встречаешь довольно-таки часто различные строения. Вот, допустим, этот собор. 100% они его отремонтировали, отреставрировали. Также и встречались сейчас вот по городу, мы гуляли с вами. Много различных строений. Вот эти газончики все выпилено, все выстрижено. Деревьюшки аккуратно растут. Фонтанчики, уточки. Все ничего, ну вот все ничего, да. Все нравится. Но вот стоимость жизни, блин, особенно стоимость жилья здесь очень сильно меня смущает и расстраивает. Куда, если брать квартиру здесь в перспективе, я не знаю, сколько она будет. Сейчас нормальная квартира, там, двухбедрумная, по сути, трехкомнатная, стоит порядка 600 тысяч долларов. Но я говорю про наш штат, про мой город Перт. Если мы говорим про Сидней, там вообще можно забыть. Но я Сидней никогда в жизни не рассматривал бы, в принципе. Поэтому
Не знаю, здесь в Мельбурне, надо посмотреть, кстати, в интернете. Но я думаю, здесь жилье 100% дороже. Все-таки это штат Виктория. И Перт по сравнению с вообще Западная Австралия, по сравнению с другими штатами, она считается по жилью намного дешевле. Я, допустим, вот в магазин вчера заходил, в супермаркет, да, сравнивал цены, какие здесь, какие у нас цены. О, Карифан мне в кадр попал. Ты мне не нужен. Это, правильно, убежал. Цены сравнивал на продукты. Все то же самое. Цены на продукты одинаково, но здесь стоимость жилья в 100% повыше будет, подороже все. Так, ладно, пока мы идем сейчас мимо этого скверика, зайду вот в этот сарайчик. Все-таки любопытно, что тут. Ну это что-то, это, вы посмотрите, какая красота. Мамочки дорогая, это, да, оранжерея с цветами. Запах здесь необыкновенный, свежие цветочки. Круто, очень вкусно пахнет здесь, очень насыщенно. Ну вот видите, ребята ходят, тоже снимают, фотографируются, мешают съемки, соответственно. Пахнет здесь, да, жалко, что камера не сможет передать этих ароматов, которые здесь сейчас я ощущаю. Но мы вот выходим, и что нас здесь ожидает? Вот эти ребята за мной следят, тоже ходят по моему маршруту, халявщики, и снимают тот же самый контент, только на своем языке. То же самое все комментируют. Короче, вот эту штуку потерял, которая для защиты от ветра на микрофоне. Уже вторую за сегодняшний день. Сегодня достаточно ветрено. И вот хожу, ее еще не могу найти. Скорее всего, все. Надеюсь, что звук запишется нормально. И посторонних шумов не будет. Но если и будут, то, ребят, не обессудьте. Я, честно, не виноват. Прекрасный парк с прекрасными садами. Прекрасный парк, прекрасные лужайки. Можно ходить гулять, наслаждаться свежим воздухом. Даже собаку можно с собой вывести. Главное ее убрать за ней, как везде. Сейчас мы пойдем посмотрим, что там за дача стоит каменная. Так, вот я и подошел. Написано Cook's Cottage. Джеймса Кука коттедж. Может быть, он и оригинальный, но там стоят дама в шляпе и мужик в шляпе. Там стоит женщина в шляпе и мужчина в шляпе. Я не знаю, скорее всего, мне будут какую-то историю рассказывать про Джеймса Кука. Ну что, пойдемте послушаем. Вы знаете, я как-то передумал, потому что здесь, оказывается, вход платный. Но вот могу вам на селфи-палке сейчас показать. Джеймса Кука дача. Здесь он, видимо, как-то останавливался. И специально забором огородили, чтобы студенты, туристы ничего не снимали. Но у меня есть селфи-палка, она которая выручает. Короче, дача Джеймса Кука. Прошу любить и жаловать. Так, ну что я хочу вам сказать. Мне еще перед концертом нужно зайти в отель, зарядить телефон обязательно, покушать где-то, перекусить 100%. До концерта осталось 3 часа. Хорошо, я специально выбрал отель, тот, который максимально близко находится к стадиону. Поэтому, наверное, я сейчас пройдусь через центр города, немножко поснимаю, вам тоже покажу интересные места. И пойду в отель заряжаться. И температура на улице 12 градусов, а я с собой шапку не взял. Сейчас домой приду в отель, переоденусь, возьму кофту с капюшоном теплым. Так повеселее хотя бы будет. А вот, кстати, трамвайчики, я на них не катался, но я знаю, что они кольцевые и проезд бесплатный. Утром на ресепшене в отеле уточнил. Прикольно. Вот. Потому что бесплатный автотранспорт по аналогии как Yellow Cat, Blue Cat, Red Cat в Перте. То же самое. Но там автобусы, здесь трамваи. Иду сейчас по подземному переходу. На метро выходы есть. Но это чисто пешеходная часть. Покажу вам, как внутри выглядит. Ну так себе, да. Страчно, грязно. Хотя по городу гуляешь, наоборот. Все чистенько, аккуратненько. У нас в Перте метро, блин, в миллион раз чище. Сейчас пройдемся по этому переулку. Какой-то, походу, знаменитый, не знаю, все тут в граффити. Но тут я смотрю, народ фотографируется, видосики снимают. Да. О, видишь? Видите? Все, блин, с селфи-палками. Кто трезвый, кто не очень.
там наркоманы справа тусуются. Не буду их снимать, они по ходу под этим, под кайфом конкретно. Вот, идем дальше, посмотрим. Вон они там сидят, короче, шаманят, либо забиваются, либо что. Ну, не буду подходить. Кстати, хотел вам сказать, вот здесь гулял сейчас, ну, по центру вчера вечером. Бомжей, наверное, может быть, пару штук встретил в центре. У нас в городе, в Перте. Их гораздо больше в центре, намного больше. Здесь приятно удивляет. Либо они просто прячутся в каких-то определенных местах, о которых мне неизвестно. Да, видите, пришлось прикрыть рукой свой микрофон, потому что у меня это наконечник слетел, поролоновая прокладка. Вообще, что я хочу вам сказать, здесь город прикольный, очень интересный, красивый. Можно вообще нон-стопом снимать камеру, не выключать абсолютно, 24/7. Но тогда у меня пленка на телефоне закончится. Да и кому особо хочется смотреть 24 часа одно и то же. Вот, но такие самые интересные места я вам поснимаю. Вот, допустим, сейчас прохожу, буквально рядом, вблизи моего отеля, 100 метров от него, располагается еще один собор. Сейчас покажу вам снаружи. Еще один собор. Вот все в европейском стиле сделано, оформлено, построено. Интересно, получится вовнутрь зайти или нет? Ну тут можно, короче, снимать. Мне женщина ничего не сказала. Значит, снимать можно. Буду говорить шепотом, потому что, видите, вот ребята сидят, молятся. Вы были когда-нибудь в католической церкви? Ну, кто был, тот был. А я, допустим, был один раз только на Сахалине. Ну, там католическая церковь была. Не сравнится вот с этими большими соборами 200-летней давности. Народ, короче, сидит, молится. Да? Ну, кто-то не молится, у кого-то просто спина болит. Сидит, отдыхает. Он дед вообще сидит, спит. Кстати, причем китаец. На католика он очень похож. Мама мия, это получается, наверное, как орган. Ух, точно, это орган, ребятки. Круть. Настоящий орган. Ну, понятно, тут даже на выходе есть гифт-шоп. И стоит чувак с проколотыми ушами, что-то продает. Но спасибо, как говорится. Сувениров мы еще не покупали. В церкви или в соборе католическом, но неважно. Вот мы и вышли опять на улицу подышать свежим воздухом. В общем, ребята, вкратце я могу вам сказать то, что Мельбурн очень насыщенный, очень интересный город. Здесь видно то, что жизнь кипит, народ постоянно куда-то идет, куда-то двигается. Улицы не кажутся пустынными, как вот в Перте, если ты в выходной день, либо даже в будний день, в 3 часа дня выйдешь в центр, ну практически нет никого. За исключением обеденного времени. Здесь не так, здесь вот 12 часов, 11 часов дня. Ну, понятно, здесь туристов, конечно же, намного больше, чем в Перте. Но, тем не менее, видно то, что помимо туристов здесь есть еще и бродят австралийцы. Так что, кто будет проездом в Австралии, посетите Мельбурн, не пожалеете. Наверное, для кого-то это будет напоминать Питер. Не знаю, у меня первая ассоциация почему-то с Питером. Так, ребятки, сейчас я хочу еще перед вылетом. Сегодня у меня самолет. 3 часа дня, сейчас утро, хочу еще одно показать место, поделиться с вами. Вчера был на концерте 30 секунд до Марса. Блин, хорошо время провел, просто великолепно. Такая возможность съездить на концерт выпадает раз в жизни. Воспользовался такой возможностью, естественно. После концерта сразу понял, то, что жизнь настолько быстротечна. Еще вроде бы 2 года назад, 3 года назад я слушал эти песни, когда учился в институте. Минуло уже 15 лет, и время как вода, как щелчок пальца. Пролетели незаметно, я даже глазом не успел моргнуть. Ладно, оставим лирическое отступление.
Короче, сейчас пойдем посмотрим сад здесь местный. Ё-моё. Вон дядька уже с утра работает. Газончик пилит. Молодец. Так и надо. Интересно, у них практически везде такие аккуратные газончики. Видимо, может еще какой-то определенный сорт травы высаживают, потом постригают. Насыщенная травушка. Сейчас хорошо, хотя бы ветра нету. Вчера ветер был, несмотря на то, что и солнце, но поспокойнее, конечно. Дорогу перешли. Сейчас здесь еще пройдемся, посмотрим, походим. Ребят, вы сильно не переживайте, я не планирую весь парк обходить. Во-первых, он слишком большой, и во-вторых, я еще и во времени ограничен. Так, мы зашли на разведку с вами, посмотрели, как здесь все устроено, облагорожено. Да, красота, конечно, необыкновенная, глаз радуется. Все аккуратненько, красиво, чистенько, ухожено. Здорово. Видно, что у людей есть вкус. Видно, что люди умеют заниматься ландшафтным дизайном. Кстати, к слову, я в детстве очень сильно мечтал заниматься ландшафтным дизайном, дизайнером интерьеров. Я как-то своей жене озвучил, что было бы здорово, может быть, отучиться на ландшафтного дизайнера и, не знаю, может, мини-бизнес свой открыть. Ну, если не здесь, то где-нибудь в другом месте. Она не верит, говорит, что у меня руки из жопы растут. Хотя, мне кажется, у меня бы получилось. У нас, когда начнутся рождественские каникулы новогодние, ноябрь, блять, какой ноябрь? Декабрь-январь, начал задумываться, уже заговариваться. Декабрь-январь, обязательно съездим на юг Западной Австралии. Там есть очень хороший аттракцион, гигантские деревья в джунглях, высотой с 9-этажный дом. Вот туда обязательно надо будет съездить, поделиться тоже с вами. Запрудик, ну, посмотрим. Кстати, там вроде бы утки на противоположной стороне плавали. Я не стал подходить уже, думаю, ладно, обойду чуть попозже. А вон она, ну-ка. Подружка плавает моя. Мне кажется, вот если бы у нас так утки плавали свободно где-нибудь в парке, не знаю, гуляли бы, их давно бы уже прибрали к рукам, либо забрали, подстрелили, закидали камнями. Здесь, блин, классно, животные, птицы чувствуют себя комфортно, безопасно. Ребятки, спасибо всем большое за внимание. Вот и подходит наш выпуск к концу. Завершилась поездка моя в Мельбурн. Сегодня я улетаю через 3 часа. Надеюсь, что сегодняшний выпуск вам понравился. К сожалению, я был сильно ограничен во времени. По сути, буквально один день мне удалось погулять, походить, посмотреть. С вами поделиться своими впечатлениями, своими эмоциями. Мельбурн — классный город, необыкновенный, красивый. Очень мне импонирует то, что здесь крутое сочетание современной архитектуры, также и старинных зданий, старинных строений 18-19 века. Не зря Мельбурн называют культурной и спортивной столицей. Часто проходят различные мероприятия, соревнования. Кстати, Мельбурн входит в 5 лучших городов, уступая европейским городам по качеству жизни и по совокупности различных факторов. Погода здесь бывает разная, как местные говорят, в основном солнечные дни, это в летний период, то есть с декабря по конец февраля, по середину марта. Но в основном преимущественно вот пасмурная погода. Вчера еще было солнце, но было прохладно достаточно и был жуткий ветер. Температура на улице была 15 градусов, хотя уже сейчас сентябрь. Если вам понравился сегодняшний выпуск, обязательно поддержите канал лайком. Буду рад любому вашему комментарию, любому вопросу. Всем спасибо, ребята, большое и до скорых встреч. Всем пока!